Всем привет! Вы на канале Витим, и сегодня мы покажем вам, возможно, самую красивую локацию в мире. Но главное, поможем спланировать ваше путешествие или переезд в Таиланд. Расскажем, как не потерять деньги во время отдыха, как и на чем перемещаться по стране, сколько стоит жизнь у моря, а еще назовем лучшее время для прилета в страну, где можно абсолютно все. Если ты готов незабываемо и выгодно побывать на Пхукете, это видео для тебя. Долететь до Таиланда в 2026 году оказалось как никогда просто. Самый понятный вид отдыха – это путевка от туроператора, цена на которую стартует от 90 тысяч рублей за одну неделю. Сюда войдет билет на одного человека туда и обратно и отель неподалеку от пляжа. Но если у вас есть больше времени и вы не хотите привязываться к отелю, то билет из Москвы в одну сторону обойдется всего в 20 тысяч рублей, а из Астаны с пересадкой в Ташкенте – 30 тысяч. В мае 2026 года Таиланд отменил 60-дневные визы для целого ряда стран и сделал их опять 30-дневными, чего вполне хватит для отдыха. Но если вы планируете позимовать или переехать в эту страну, то это может стать серьезной проблемой. Хорошая новость в том, что в Таиланде есть целый ряд виз, которые позволяют оставаться надолго. Об этом мы рассказали в отдельном выпуске. Чтобы без проблем пройти паспортный контроль, я рекомендую подготовить обратные билеты и бронирование отелей хотя бы на несколько дней. Так у вас точно не возникнет никаких проблем при прохождении границы. И, конечно же, не забудьте оформить электронное разрешение на въезд. Ссылку на оформление анкеты вы найдете в описании под видео. Ну а сейчас мы активируем заранее купленную в Клуке сим-карту, меняем немного наличных, через приложение Grab вызываем такси и едем в наш первый отель. Офигеть, она сильная, странная. Мы заранее забронировали апартаменты с кухней через Airbnb, и оказалось, что до нас здесь вообще никто не жил, а сам хозяин родом из России. И моя любимая рубрика «Какое жилье мы на Пхукете себе нашли?». Мы сразу искали апартаменты, потому что мы приезжаем надолго. Нам обязательно нужны такие моменты, как холодильник, как какая-то небольшая кухонька с каким-то минимальным набором посуды, стиральная машина. Давайте задумаемся, когда ты приезжаешь в Азию, постоянно потеешь, постоянно нужно что-то стирать, мыть и так далее, поэтому это прям важная история. Тут бонусом вообще нам еще досталась кофемашина. В общем, перейду к обзор нашего номера. Здесь у нас все стандартно: ванная, душ и туалет. Здесь очень симпатичная такая зона с раковиной. Здесь все необходимо есть. Люблю тайские отельчики и апартаментчики, потому что взяли, позаботились. У нас есть какие-то принадлежности для ванны, даже бритвенный станок. Здесь отличное зеркало, красиво. Мне кажется, мне подходит этот цвет. Как я уже рассказывала, есть холодильник, есть телевизор, огромная кровать king size, 4 подушечки. На меньшее я не согласна. Хороший шкаф, здесь тоже все супер продумано, можно оставить кучу своих вещей. Зашла, сразу увидела колонку. Мы забыли в эту поездку взять колонку, но все-таки музычка или какой-то фон, это всегда создает атмосферу, поэтому здорово, что здесь продумали, и оно есть. И самое главное, есть такой магический пульт. Я такое встречала как-то, когда мы были в Узбекистане. А я все неправильно сделала. Вот так. Та-дан, та-дан, та-дан. И мэджик случается. И вид открывается. То есть у нас еще есть балкон. Вот эти красивая зона с красивым столиком и стульями. И я вижу, что на кухне есть бокалы. Не просто чашечки, еще и бокалы есть. Так что будет повод посидеть вечером с бокальчиком на балконе. Почему мы выбрали формат апартаментов? Потому что это большое здание, оно находится под управлением, рядом есть отель, вход и для постояльцев апартаментов, и для отеля один. И здесь есть спортзал, для нас это очень важно. Также здесь есть бассейны, можно будет почилить, отдохнуть, если у нас будет хватать на это время. Мы нашли этот вариант на Airbnb. Аренда таких апартаментов нам обошлась в $70 в сутки. Мы в восторге от этой квартиры, поэтому мы взяли прямой контакт и оставим его в описании под этим видео, чтобы вы договорились о лучшей цене. Но самое главное, что здесь есть, я покажу вам сейчас, это, конечно, вот это, пляж, прямо напротив нашего ресепшена. Ближайший пляж у нашего отеля очень протяженный, со спокойным заходом в море и почему-то малоизвестный. Здесь всегда есть тень от деревьев, где можно укрыться, очень много места для парковки, а заход в воду такой пологий, что делает пляж безопасным для купания, в том числе и с детьми. Вокруг еще нет сильно развитой инфраструктуры, большого количества кафе, ресторанов и баров, хотя уже видны работы по благоустройству и, возможно, этот длинный и уединенный пляж совсем скоро изменится. Из минусов я уже назвал временную стройку, а еще, как мне кажется, здесь не самый красивый песок и цвет воды. По сути,
сути, на этом путешествие для многих так и заканчивается. Есть действительно очень близко отель и пляж, но я бы не хотел, чтобы путешествия наших зрителей заканчивались именно так. Вот этим треугольником: пляж, ресторан и отель. Поэтому давайте все-таки поизучаем этот остров. Мы приехали на пляж Сурин. По первым впечатлениям, это очень приятный пляж. Огромное количество пальм, деревьев, в тени которых можно спокойно расположиться, лежать и отдыхать. Очень красивого цвета вода. Также здесь бесплатный въезд. Вдоль всего пляжа можно припарковать свой байк или припарковать машину и отдыхать. С правой и с левой стороны пляжа есть каменистые зоны, где люди плавают и снорклят. Сейчас 9:30 утра, здесь достаточно много людей, но все равно есть ощущение, что это комфортное количество людей. Ну а вода здесь очень спокойная, как пока на всех пляжах, которые мы видели на Пхукете. На этом пляже нет лежаков, поэтому лучше приходить со своим пляжным полотенцем. Пляж Сурин, словно киндер-сюрприз, стоит в себе подарки, а точнее два скрытых от глаз туристов пляжа по южную и северную части. Южнее по камням пляж Хат-Лам-Синг, севернее Пансеа-Бич. Эти камни — это фильтр от всяких там девочек, которые не могут ходить по камням, от бабушек, которым тяжело карабкаться. Все ради одной цели — найти дикий пляж без людей. Не каждая бабушка так сможет. Хотя я уверен, что среди наших подписчиц есть такие, которые скажут: да я так каждый день на работу хожу. Обычно, когда мы попадаем на пляж, мы быстренько туда приезжаем, раскладываем камеры, все это дело снимаем, летаем на дроне и уезжаем. Мы зачастую даже не успеваем искупаться. Но после того, как мы преодолели такой путь до этого пляжа, я просто из принципа должен залезть в эту воду. На территории этого пляжа расположен один из самых, наверное, дорогих отелей всего Таиланда – Аман. Сеть отелей не просто люксовая сеть, это такие отели, не знаю, тихой роскоши. Они не делают сильной рекламы. Обычно гостями таких отелей становятся люди настолько высокого уровня, что это как такой закрытый клуб. Соответственно, пляж тоже закрытый, здесь следят за безопасностью. И мы не первый раз находимся на территории или на ближайшей территории к таким отелям. И эти отели выбирают всегда потрясающие места. Действительно лучшие пляжи, роскошные оазисы. И здесь вот на Пхукете это тоже не стало исключением. Вам такой лайфхак. Ищите такие пляжи у крутых отелей. Но, конечно, въехать, просто заехать на территорию отеля мы не пробовали, но, кстати, это возможно. Например, на Шри-Ланке на территорию отеля этой же сети Аман можно заехать. Там очень приятные охранники тебя пропускают и позволяют тебе припарковаться и сразу проследовать на пляж, потому что, по сути, пляж – это общественная зона, и она открыта для каждого, для посещения каждого. Но здесь я не нашла лайфхаков таких в отзывах о этом пляже, что можно просто так заехать. Поэтому мы преодолели это расстояние через камни. У нас получилась классная тренировка, мы в целом довольны. Массаж стоп и тренировка 2 в 1. Да. Первое, что мы, кстати, заметили, здесь есть медузы. На этом пляже есть медузы. То есть они прям лежат на песке. Не знаю, насколько это безопасно вообще. Интересно. Кажется, это самая прозрачная вода, которую я когда-либо видел. А точнее, именно вот сочетание прозрачности и спокойствия здесь идеальное. Здесь можно вот так лечь, зависнуть просто на воде. Цвет воды, белый песочек. Это то, чего я реально не ожидал от Пхукета. Это прям вот настоящий райский пляж. Здесь есть все атрибуты. Пальмы, прозрачная бирюзовая водичка. Никого, людей, посмотрите, просто пустой пляж. Ну и, конечно, красивая девушка. После всех этих красивых пролетов на дроне вы наверняка меня спросите, что же здесь с правилами? Вообще, как управлять дроном, можно ли его провести? Ну, вообще, в Таиланде правила относительно дронов достаточно жесткие. То есть провести дрон вы можете, а вот летать можно точно не везде и только с разрешения. Получать это разрешение, как всегда, муторно. Нужно указывать точные зоны, где вы будете летать. И вот такие отели, например, как Аман, где мы сейчас находимся, вот в таких местах я летать точно не рекомендую, и сам я летать здесь не буду. Ну, вы сами понимаете, здесь живут люди, которые за ночь оставляют
столько же денег, сколько у нас выходит за все путешествие. То есть это 1500-2000 долларов. И они наверняка хотят privacy. Если они услышат жужжание дронов, они могут сообщить охране, те позвонят в полицию, и пока мы будем карабкаться по тем камням обратно, нас легко могут встретить сотрудники полиции, спросить разрешение, проверить дроны, и, в общем, у нас возникнут проблемы. Даже если люди приехали в бюджетный отель, они ничем не отличаются от тех, которые живут в таких дорогих, и досаждать им тоже не хочется, поэтому я всегда делаю какие-то быстрые скрытые кадры, чтобы показать вам эту красоту, но никому не мешать отдыхать. Все же собираемся уходить, идем, солнце выглядывает, мы в афиге просто останавливаемся, делаем фотки, идем дальше, солнце опять выглядывает, опять мы останавливаемся, просто невозможно отсюда уйти. А вот пример того, как делать ни в коем случае нельзя. Люди выпили кокос и оставили еще и крышкой вверх. И здесь еще два. Видите? Это настоящий рассадник лихорадки денге. То есть ночью может пройти небольшой дождик. В этих кокосиках скопится вода. И потом в этой воде уже комары очень быстро. Это происходит буквально за 1-2 дня. Они начинают откладывать свои личинки. И именно вот так размножается комар, который переносит смертельную лихорадку денге. Лечения от нее нет, от нее можно даже и умереть. В общем, ничего не может быть хуже, чем заболеть денге во время своего короткого отдыха, потому что лежать и лихорадить будешь, ну, дней так 7. В общем, ребят, если попили кокосик, обязательно его хотя бы донесите до мусорки, положите его отверстием вниз, а еще лучше разрубить пополам. Пошли на землю этого красивого, чистого и почти необитаемого пляжа. Когда пойдете на этот пляж, обязательно берите с собой какие-то репелленты, потому что комары здесь дикие. Они кусают, во-первых, на солнце, во-вторых, в движении. И, в общем, спрятаться от них не получится. Вот именно тот момент, пока вы идете между пляжами, реально меня уже всего искусали. Это не очень приятно. И у некоторых они остаются прям надолго, как у Дениса. У меня уже все укусы, которые я получила после этой прогулки, они прошли. Официально на Пхукете есть около 30 пляжей, и одного отпуска не хватит, чтобы посетить их все. Поэтому мы хотим показать вам еще один пляж, который нам приглянулся. Для этого мы в очередной раз встаем пораньше и едем на знаменитый среди иностранцев спот. И это наша магия утра по-пхукетски. Пляжи на Пхукете радуют своей организованностью. Как правило, здесь всегда есть душ, есть туалеты, есть лежаки, причем такой фикс-прайс 100 бат за один шезлонг. Это очень большой плюс. Не в каждой стране такое найдешь. Пойду сполоснусь. Дальше мы еще вернемся к морю и поговорим о самых эффектных смотровых площадках. А пока давайте немного отвлечемся на особенности этого острова. Первое, что бросается в глаза, это большое количество пикапов на дорогах. Местные используют такие машины для перевозки вещей, людей и даже животных. Что, обезьяна, блин? И хотя перевозка людей в кузове пикапа официально запрещена, это никого не останавливает, и почти все работники начинают свой день с поездки на дорогом авто. Дорогое оно, к слову, у нас в России. А в Таиланде Toyota Hilux стоит чуть больше 1 000 000 рублей. В России такой выйдет в 2-3 раза дороже. Но давайте не будем о грустном. К тому же в наших странах есть большой плюс в сравнении с Пхукетом, и это пешеходные зоны. В Азии вообще мало где можно найти комфортные пешеходные дорожки, и на Пхукете вам придется поехать в парк или гулять по пляжу.
так как большая часть страны сделана не для пешеходов, а для водителей байков. Для людей на скутерах есть специальные зоны перед светофором, и машины обычно расступаются в пробках, чтобы освободить путь для потока двухколесного транспорта. Мы, к слову, сразу же арендовали байк, чтобы передвигаться по побережью быстрее. В первые же дни нас останавливает полиция, и наши международные права с категории А их полностью устраивают. Но вообще мне показалось, что туристы на Пхукете немного борщат и позволяют себе летать на большой скорости, без шлема, нарушая многие правила, такие как, например, заезд в специальные скоростные зоны для авто. Не знаю, зачем нужны такие риски, но если вы собираетесь взять байк в Таиланде, пожалуйста, не устраивайте гонки и надевайте шлемы. Одна ошибка может дорогого стоить. Еще одна особенность, которая бросается в глаза, это алтари возле входа в магазины или в дома. Сделался алтарь, и тоже можно взять, я уже видела, люди так делают, поэтому я никого не оскорблю, полить фигурку Будды, статую Будды. Скоро мы все будем мокрые, и Будда тоже. Мы пообщались с местным полицейским Марутом и спросили его, что это такое. Это называется дом, светлый дом. То есть мы считаем, что у каждого места есть светлые духи, которые хранят. Типа у вас есть домовой. Да. Типа, просто у нас типа более светлые, и мы всегда уважаем тех, которые не увидят. Ну, типа у каждого дома, ну, или торгового центра, которые есть, то есть они уважают. И, ну, например, в торговом центре, это чтобы, ну, да, покупателям, конечно, и хранять, да. Как дела с байком здесь устроены, мы разобрались. Теперь перепрыгиваем на тачку. Потому что после этого нам нужно будет поехать немножко дальше. И на байке, если честно, не хочется так далеко. Когда-то я мечтал о такой пуле. Это черная Toyota Corolla. Здесь она называется немножко по-другому. Стоит она всего лишь $30 в сутки. И именно на Пхукете моя мечта сбылась. Я наконец-то на ней покатаюсь. Но, правда, всего несколько дней. Но зато на ней мы поедем на самые красивые локации. Я первый раз еду за рулем автомобиля в Таиланде. Могу сказать, что дороги достаточно комфортные. Здесь есть две полосы на основном шоссе и отдельная полоса для байков. Еще прикольно то, что здесь есть знаки. Вот ограничение, мы едем 80, но, как вы видите, 80 здесь мало кто едет. Наверное, есть какие-то допущения. Ну и не наверное, они точно есть, потому что, например, мы иногда встречаем знак, ты становишься на красный свет светофора, на красный сигнал, и стоит отдельный знак, что ты можешь проехать на красный и повернуть налево, ну, если ты никому не мешаешь. То есть ты, как бы, ну, посмотри аккуратненько там вокруг. Если никому не мешаешь, пожалуйста, проезжай на красный. Тонировка тоже. Мы едем просто в закатанный вообще в пятеркой. То есть в тайской культуре, даже в тайских законах есть какие-то вот отхождения. Ты можешь немножко правила как будто бы и нарушать. Свободу чуть-чуть дают. Ладно, подушнили, а теперь давайте вернемся к инфраструктуре города. Здесь есть буквально все для жизни. Крутые школы, как в американских фильмах, большие супермаркеты типа Ашан или Ленты, а еще прачечные, тренажерные залы, рестораны, концертные площадки, да и вообще все что угодно. Но все это можно найти в любом большом городе. И чтобы увидеть действительно что-то уникальное, мы отправляемся в наше первое большое путешествие. При подготовке к поездке на Пхукет я часами и днями собирала самый разный материал. Все записывала, все сохраняла. И приехав сюда, мы через себя с Денисом пропустили все эти наработки. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что мы собрали для вас самое лучшее в гайде по Пхукету, чтобы с вами этим гайдом поделиться. В гайде мы собрали более 100 самых лучших кафе и ресторанов, где вы гарантированно очень вкусно будете есть в течение всего вашего путешествия. Но, конечно, это далеко не все. В гайде я делюсь самыми классными секретными пляжами, лучшими массажными салонами, полезными контактами, рассказываю, как и где выгоднее всего арендовать байк или машину и многое-многое другое. Наш гайд станет твоим личным помощником, сэкономит кучу времени, денег, а главное нервов. Забирай в описании к этому видео. Сегодня мы встали в 3 часа утра. Выгляжу я неважно, а все для того, чтобы отправиться на очень красивые острова. Когда я подготавливалась к поездке, я посчитала, что очень хочется попасть на Семиланские острова, но добираться до них как-то очень сложно. Самостоятельно как будто бы немножко запарно, поэтому мы выбрали формат группового организованного тура. И поэтому в 3 утра нас уже забрали. Сейчас просыпаемся, сейчас у нас первая остановка, заполнили какие-то документы, пьем кофеечек и скоро уже отправимся дальше. И я так понимаю, что этот ранний выезд был для того, чтобы оказаться на островах первыми. Потому что, кажется, мы там будем на рассвете. Это место – это национальный парк, и полгода в сезон дождей он закрыт, что позволяет природе обновиться и всегда оставаться какой-то неповторимо сказочной. Острова необитаемы и охраняются государством, так что кроме рейнджеров и иногда дайверов там никого нет. Попасть сюда можно с ноября по апрель только в составе организованной экскурсии. Обычно в такой тур входит трансфер из отеля, скоростной катер, перекусы по пути, маски для снорклинга, напитки и даже полноценный обед.
Честно, это первые вообще эмоции от такого места, на котором я точно никогда не была. Я никогда не была на таком песке. Влажный, такой плотный, белый-прибелый. Это еще солнце даже сюда не попадает. То есть что будет, когда выглядит солнце? И эти камни. Нам сказали, что это гранит, да? Да. Это немножко Сейшелы. Окей. Нельзя сравнивать, но очень похоже. Это безупречно. Есть свои плюсы в том, чтобы проснуться пораньше. Мы приехали на этот пляж, и мы здесь абсолютно одни. Все пошли наверх, туда, на смотровую площадку, а мы решили зависнуть на пляже, пока здесь никого нет. Оно того точно стоит проснуться в 2 часа ночи, чтобы в 3 выехать, вот так вот одним оказаться на райском пляже. Я реально на таком никогда не был. Это просто что-то невероятное. Цвет воды просто невероятный. Охренеть! А тут вот и без очков работает. Мы ездим по Пхукету, и обычно, когда мы удивляемся цвету воды, мы понимаем, что мы едем в солнцезащитных очках, и они работают как фильтр и делают ее чуточку красивее. А вот здесь вот мы идем без солнцезащитных очков, и все равно это работает просто офигеть как. Честно, у меня вот эти вот детские сейчас эмоции, когда ты что-то просто впервые в этой жизни пробуешь или видишь. Никогда до этого я не была, например, на Мальдивах, поэтому цвета такого воды я нигде не встречала. Хотя, кстати, хит-парад по цвету воды у меня был сейчас номер 1 Греция, но теперь это точно Таиланд. В этой поездке мы несем потери. Наша GoPro, к сожалению, погибла. Не знаю, получится ли ее починить, но кажется, что все. Придется покупать новую. Что еще хочется добавить? В рекомендации к этому туру говорится, что нужно взять с собой вот эти специальные коралловые тапки. Честно говоря, мы не заметили кораллов, по которым можно было бы ходить. Поэтому можете не запариться, если у вас их нет. Да даже если они у вас есть, не занимайте место, они здесь точно не нужны. Мы просто не нашли никаких ни камней, ни кораллов. Все время либо песочек, либо открытый океан. Семиланские острова — это заповедная зона, и полеты на дронах и еще куча других действий здесь запрещены. Мы обычно не берем организованные туры и предпочитаем путешествовать самостоятельно, но в случае с Семиланами сделали исключение, так как по-другому сюда не попасть. И если вы тоже захотите приехать на остров первыми и увидеть этот пляж практически без людей, контакты для записи оставим в описании под видео. Возможно, самые внимательные из вас подсчитали, сколько раз за эту поездку мы сказали: офигеть, какой цвет воды. Потому что он здесь действительно невероятный, и ради этого, конечно, стоит летать в Таиланд и ехать на экскурсию на Семиланские острова. Да, кстати, у нас в группе было несколько человек, которые едут в одну и ту же экскурсию уже 2-й и 3-й раз. Соответственно, людям заходит, людям нравится. Да, вы будете в любом случае двигаться в составе группы, но от нее можно отделяться. Особенно последний остров. Нам дали свободного времени 3 часа. И вот это уже более комфортно для того, чтобы просто самому тут что-то полазить. И все-таки хоть немножко, но исследователя включить. Дальше нас ждут приключения уже самостоятельные, и мы в целом больше про самостоятельные путешествия, поэтому для нас это достаточно редкая история, когда мы берем групповой тур. Но в этом групповом туре стоит отметить, что неплохая организация, все очень четко идет по таймингу, людям не дают соскучиться, то у тебя арбузики, то у тебя напитки, то у тебя обед, то у тебя пляж, снорклинг, еще какой-то снорклинг. Короче, все время что-то происходит, а по сути уже сейчас скоро мы отправляемся обратно. За эту экскурсию точно невозможно устать, нам бы даже, наверное, бы хотелось чуть больше свободного времени. Наш тур на Семиланы заканчивается не очень поздно, и поэтому мы не хотим терять время и собираемся успеть захватить еще и закат. К тому же закатных точек на острове довольно много. Например, вот это кафе на юге острова. Здесь по вечерам играет живая музыка, наливают вкуснейший кофе и напитки погорячее. Но самое главное, это заведение находится на вершине горы, и отсюда можно наблюдать потрясающий вид на закат.
Это наша первая смотровая площадка на Пхукете, точно не последняя, и она сразу, кстати, поражает нас своей организованностью. Здесь бесплатный вход, здесь организованная парковка, здесь есть туалет, и здесь даже есть табличка, что съемка на дрон разрешена. Но самое главное, конечно, вот этот невероятный звук цикад. Отсюда можно наблюдать два самых популярных пляжа на Пхукете. Это Корон-Бич и Ката-Бич. Прямо напротив есть еще одна точка – мыс Промтеп-Кейп. Есть места, которые можно назвать прямо культовыми, и вы наверняка их и без нас найдете, но мы на всякий случай все-таки расскажем об этой закатной точке, куда приходят, я не знаю, целый район, наверное, Пхукета. Самое интересное, что здесь не только туристы, и даже в большинстве своем не туристы, а местные, хотя, может быть, и туристы из Кореи, Китая, наших тоже очень много. Но место действительно очень кайфовое. Но чтобы максимально прочувствовать эту точку, нужно пройти немножко дальше на тот мыс, куда-то туда. Это займет примерно 10-15 минут. Говорят, что он того стоит. И людей там очень много. Столько людей, мы будем в очереди стоять. Это такая еще одна из зон, куда не пускают байки, поэтому здесь можно спокойно погулять, походить. С детьми здесь комфортно. Вот так вот мы, переходя от одной точки к другой, солнце еще висит. Идем, уже прошли половину этого хайкинга. Конечно, его не назвать очень сложным, но сюда точно не нужно идти в каких-то шлепанцах, в вьетнамках. Здесь нужна нормальная обувь. И еще хороший большой плюс этого места, то что здесь как-то так вот, по крайней мере сегодня, обдувает ветерком, и здесь достаточно комфортно провожать закат. Вот это тапки, в которых ходить нельзя. Свет, я надеюсь, ты сейчас не исполнишь ничего в кадре. Иди аккуратно. Ну и еще одно место, где можно в тишине проводить солнце – это Anthony Freedom Cape. В Таиланде нам очень везет с закатами. Мы встречаем их каждый день. Встречали их в Бангкоке, встречаем в Паттайе, а сейчас встречаем их и на Пхукете. Кажется, Таиланд – это такая столица закатов. А это еще одно место, где можно провести один из закатных вечеров. Неоспоримым плюсом Пхукета является то, что, несмотря на то, что относительно остров маленький, его можно объехать буквально за час, здесь все равно есть исторический и культурный центр. Здесь есть старый город, куда мы приехали, и, мне кажется, мы приехали в самое идеальное время. Сейчас 16:30, уже спадает жара, и это место идеально именно для вечерних закатных прогулок. Это место удивительно тем, что здесь сохранилась хоть какая-то интересная архитектура. Не просто азиатская, а немножко такая смесь европейской и китайской архитектуры. И пока мы здесь гуляем, расскажем чуть-чуть про историю. Среди всех курортов Таиланда только Пхукет был известен зарубежным морякам и европейским колонизаторам из соседних стран задолго до прихода туризма. Пхукет был нанесен на карты еще во II веке. Великий Птолемей называл его Такола, а моряки звали как Джанг Цейлон. Поэтому все местные знают о Шри-Ланке, откуда мы, кстати, прилетели в Таиланд. Название, к которому мы привыкли, пошло от малайского слова «букит», что значит просто «гора». Остров веками служил заправочной станцией на перекрестке между Индией и Китаем. В 19 веке здесь случилась своя золотая лихорадка, только вместо золота было олово. Остров буквально вывернули наизнанку ради шахт. Именно тогда сюда хлынули тысячи китайских мигрантов. Они строили эти здания в своем неповторимом и необычном стиле. Узкие фасады, глубокие дворы и бесконечные арки. Многие из этих построек сохранились до сих пор в виде музеев, ресторанов и кафе. И мы обязательно сюда вернемся, чтобы посидеть в заведениях, пошопиться и снять отдельный эпизод о еде в Таиланде. А пока перекусим что-нибудь на ночном рынке. Я люблю кальмаров, яйца кальмаров. Я не знаю, что они имели в виду. Очень вкусно. Это что я люблю. Я обожаю кальмары. Очень мягко. Но есть такая немножко жареная корочка. Совсем чуть-чуть. Очень вкусный сладкий соус. Сладко-острый. Остро-сладкий. Немножко зелени. Это очень классно, очень вкусно. Немножко напоминает гребешки. Но консистенция такая, может быть, кому-то бы показалось, что немножко как жир ешь, но при этом не жирный вкус, а именно такой морепродуктовый. Я в восторге, это вообще супер. 50 бат, это 125 рублей. Пробуй. Еды здесь так много, что глаза разбегаются. Мясо, выпечка, сладости, какие-то непонятные лакомства. И все это среди торговых лавок, уличных артистов и тысяч людей.
Очередное нас ждет гастроприключение. Это такие шарики, похожие на гонконгские шарики, но они не сладкие, они с разными начинками. Попробуем все. Хотя, конечно, здесь есть разные варианты. Можно 8 взять, можно 12. Цены смешные довольно-таки. 5 за 50. Смотрите, еще какой-то стружки накидали. Ой, у меня в носу. Короче, это стружка от салмона, от какой-то рыбы. А вторая это сивид, это морские водоросли. Пойдемте пробовать. Получается, что приезжать на Old Phuket, старый город, самое лучшее время это, конечно, в воскресенье вечером на закате. Сейчас не жарко, прохладненько и столько всяких вариантов еды. Ты ходишь, ну, как на любой ярмарке, глаза разбегаются, выбираешь самое интересное и пробуешь. Так, ну мы теперь не знаем, что где. То есть там есть и сырный шарик, и шарик с крабом, и шарик с лососем. Так, пробуем. Ну, вы посмотрели, сколько краба. Ну, это как помпончики. Как это? Помпошки? Как это? Пампушки. Вот, это пампушки. Они самые приятные. Ну, конечно, это вкусно, но это во фритюре сделано. Посмотрите, сколько краба. Но если подумать, в клешне краба, если вы там во всем этом ковыряетесь и брызгаете во все стороны, приблизительно столько же мяса. Вкусно. Дайте я попробую, да. А еще здесь же есть вот этот вот сивид. Если попробуй вот эти вот штучки, но только руками можно пробовать. Ну, вот эти вот штучки, они даже похожи на кору какого-то дерева. И по вкусу что-то тоже такое натуральное есть. Вообще супер, попробуй. Я видела, что иностранцы передо мной, которые брали, не отказались от этого всего. Очень необычно. Так, следующий шарик идет. Я не понимаю, с чем это. С сыром, наверное? Да, это сырный шарик. Класс. Не буду на камеру пробовать все, оставлю это вам. Атмосфера шикарная. Мы выехали немножечко пораньше, чем нам показывали Google карты. И когда ты выезжаешь так рано, у тебя есть возможность для изменения маршрута, для того, чтобы найти более красивые дороги. Делается это довольно просто. Открываете Google карты, желательно в формате спутника, и находите дороги, которые проходят не через густо заселенные города или деревни, а вот такие безлюдные, где вы можете найти реально природные места, какие-то плантации, пальмы. Такие маленькие дороги всегда более живописны. А в противном случае вам придется ехать всегда по шоссе. А шоссе, оно однообразное. Одно похоже на другое, как две капли воды. Офигеть, сколько весит? Тут еще хват не очень удобный, а вот это все очень колючее. Вытащили к дороге, потом кто-то будет собирать. Вот они все вдоль дорог. Машина проедет, соберет. Сори, мы не крадем. Здесь не должно быть такого цвета воды. Обычно здесь помойка должна быть, когда лодки, да, стоят вот эти рыбацкие. Здесь, но не здесь. Если вы соберетесь приехать в этот отель на ночь, здесь есть парковка, она охраняемая, и за 2 ночи нужно будет отдать 160 местных денег. Thank you. Все идут с вещами, с обувью, с камерами, все как будто такие бэкпэкеры немножечко. И опять же здесь меньше, по крайней мере, не вижу вообще русских туристов, как будто сюда доезжают больше вот европейцы. У них чувствуется, что у них есть в культуре дух путешествий. Они как-то более активно путешествуют. И все реже, как мне кажется, они ездят пакетами и сидят в отелях, загорают, отдыхают. Может быть, потому что у них жизнь полегче, а в нашем все-таки работают целый год, а потом хочется просто лечь уже и кости свои погреть. Вне зависимости от того, приехали вы сюда на ночь, заселяетесь в отель или просто приехали погулять и покататься на лодочках, вам все равно нужно оплатить билет вход в национальный парк. Стоит он 300 бат с человека. Здесь всегда есть небольшая очередь, и она все равно быстро проходит. Поехали, все лодочки уже поехали, поплыли. Мы еще не доехали до отеля, а уже началась целая экскурсия. Мы даже Спайдермена увидели. Мы, конечно, в разных отелях бывали, но на плавучем ресепшене я впервые. Я такой туалет тоже никогда не видел. Просто плавучий туалет.
Welcome на нашу плавучую виллу. На самом деле я сейчас стояла, и вот так вот шатается немножечко весь наш дом. Но это даже для тех, у кого бывает морская болезнь, мне кажется, прекрасно подходит, потому что, конечно, шатается не сильно. Вы только посмотрите. Это что-то между реальным номером в отеле и яхточкой. Тут много дерева. Есть все необходимое в этой небольшой квадратуре. У нас даже 2 кровати, мы можем пригласить кого-то в гости. Но мы этого не будем делать. Но самое невероятное это то, что у нас не просто балкон, у нас свой причал, потому что есть вот такой вот нюансик. У вас вообще был когда-нибудь ли в жизни номер со своими веслами? А у нас есть свои весла, спасательные жилеты и каяк. И вы смотрите, есть спуск на воду. Я же говорю, все как на Мальдивах. Все, я пошла. Реально, я прыгну сейчас. Еще чуть-чуть, и я прыгну. Ладно, продолжу показывать номер. Здесь потрясающая, красивая, просто king-size кровать. Есть все необходимое. Связаться с отелем тоже можно по телефону. Кондиционер, то есть просто здесь очень сейчас комфортно находиться. Знаете, на воде бывают гальюны. Вот у нас такой отельный гальюн. И шампунь, и шауэр-гель, и все это есть. И тут тоже все прилично, все понятно. И раковина, и все необходимое тоже здесь есть. Даже все вот эти приборы, не знаю, они ждали 3. У нас все на 3. Водичка, чайничек, наверное, где-то спрятан, полотешки и такая скромная вешалка. Ну что, я счастлива, это очень круто. В этой поездке я уже 1 раз отсылалась к Мальдивам, когда мы были на Семиланских островах, и я увидела потрясающего цвета пляжи и песок. Я не думала, что я снова буду отсылаться к Мальдивам. Знаете, когда говорят вилла на воде или домик на воде, ну сразу вспоминаются вот эти потрясающие виллы, шикарные отели, резорты на Мальдивах. Но это существует не только на Мальдивах, как оказалось. Обычно, когда останавливаешься в таких отелях, включено еще и развлечения. Развлечения это может быть сафари, это может быть какие-то прогулки с гидом, могут быть покатушки на лодках. У нас это все включено, поэтому сейчас мы отправляемся на вечерний сансет-тур. Ой, красиво. Это самое время вообще оставаться, делать фотки красивые. Завтра будем делать фотки. Мы как будто с тобой где-то в Казахстане. Такой сайт. Что тебе дали? А не, вон маленький сидит. Очень маленький. Он удопеет. Она теплая. Я соскользнул и упал. Серьезно? Я прям последний момент подскажешь, лицом вниз вот так. Это кошмар. Я в восторге от этого отеля. Как только мы сюда приехали, наверное, где-то через 1-2 часа у меня пришло осознание того, как же классно, когда в рамках отпуска ты оказываешься в месте, где тебе ничего не надо выбирать, но ты, по сути, заключен в каком-то ограниченном пространстве. И здесь за счет того, что ты ограничен в пространстве, как будто немножечко останавливается время, и тебе не нужно ничего выбирать. У тебя есть отель, у тебя есть свой нереальный бассейн в виде красивейшего озера, у тебя есть еда, которая там включена в стоимость. Ты не должен выбирать, куда поехать вечером, где посмотреть закат, где поесть, где выпить кофе. Все сосредоточено в одном месте, и ты можешь классно и очень качественно, полноценно отдохнуть и ни о чем не думать. И, кстати, я знаю такие места в России. Сейчас очень популярны такие форматы, как глэмпинг. Тоже такие места. Чаще всего, естественно, они находятся в каких-то заповедных зонах, в рамках каких-то национальных парков. И там ты тоже можешь прожить этот уникальный опыт. Каждый день у нас какие-то активности, но здесь вот двоякое такое чувство. Иногда хочется просто залипнуть в отеле, потому что да, здесь вокруг красиво. Еще надо куда-то ехать. Но там, возможно, будет красивей. А может быть и нет. По пути будем играть в Monkey Bingo. Вот этого мы уже выбили. Посмотрим, найдем ли мы остальных. Какашка слона, это
Конечно, важная часть экскурсии. Вчерашние, свежие. Все, дальше мы ничего показывать не будем, потому что там очень темно. В духе истинных путешествий мы не можем просто с точки А доехать до точки Б. Мы смотрим на Google карту, видим там какие-то интересные места и обязательно в них останавливаемся. Как, например, здесь. Места тут и без того супер живописные и киношные. А тут я еще увидела, что есть какой-то подвесной мост прямо над рекой. Мы не можем такое пропустить. О, круто, красиво. Нужно фотку делать. Пошла. Мост выглядит так, как будто бы он выдержит и больше 20 людей. Да, он, конечно, такой старенький немножко, но очень сделано все основательно. Такие везде металлические крупные основы. Мне уже нравится этот парк, потому что мы только зашли, мы не видим никаких людей, много машин на парковке, едет какой-то байк за нами. Мы зашли и сразу попадаем в такой большой сад, здесь хорошая дорожка и каучуковые плантации. Но дальше мы увидим, как растет царь фруктов. План путешествия, он на то и план, но это если он хороший, что он сочетает в себе несколько локаций. Так можно посмотреть, во-первых, на этот мост, во-вторых, на плантации разные, увидеть Будду, ну и, конечно же, то неповторимое озеро, на котором мы были. А это банан так растет, это банановая пальма, вот такая вот раскидистая, но помимо вообще самих плодов банана, вот они маленькие, еще не готовые, не зрелые, очень интересный этот цветок бананового дерева. Вот этот вариант еще маленький, обычно они такие вот вытянутые цветы, еще длиннее раза в 3, очень эффектного цвета, красивые. И вот так вот это можно мачете срубить и красиво себе так положить, как будто бы это змеюка, и сделать классные фотки. Но мы этого делать не будем, потому что это явно сад. Я вижу ананас. Пойдем. Я помню, я как-то раз так в Италии бегала по чьим-то угодьям виноградным. Ну, там ничего не было огорожено. Типа просто вдоль дороги можно было выйти и забрать себе сколько угодно винограда, что, наверное, нельзя делать, но как бы ничего тебе не запрещает. А здесь вот тоже ничего нету, никаких ограничений. Ограждение, может, какая-нибудь злая собака. Ну, в России бы точно была какая-нибудь злая собака и охранник. И ананас, посмотрите, вся эта красота, вся эта конструкция, весь этот куст ради одного плода. Ну, это какой-то огромный ананас. Большой, красивый ананас, такой маленькой еще короной сверху. В этом саду какой-то удивительный сорт комаров летает. Обычно комары на солнце не нападают, а вот здесь вот они прям какие-то дикие, им пофиг, солнце не солнце, мокрый ты или нет, кусают только так. Поэтому, если захотите приехать в этот сад, обязательно берите какие-то репелленты. Офигеть, как много дурчиков на одном дереве. Вот это все, это дуриановые плантации. Есть одно дерево манго, но вот это вот дуриан, на нем видно плоды. И вот то большое, это тоже дуриан, ему больше 100 лет. Самый. Чего стоят эти кадры? Да. Сейчас я вам расскажу, как делаются ваши кроссовки Nike и зимняя резина. Но вообще все начинается вот с такого леса, где меня жестко жрут комары. Вот берется такое дерево. Это каучуковое дерево. С него аккуратненько снимается кора. И после этого она начинает по принципу, как березовый сок, вот по такому желобу стекать. Да вот она уже. Резина. Вот он каучук. И вот эта вот штучка внутри здесь специально оставили, наверное, для того, чтобы показать, как это выглядит. Это реально просто вот кусок резины. Единственный момент, то ли из-за того, что он здесь давно лежит, то ли это такой натуральный запах, пахнет это все какашками. Вот такой вот экспресс-тур по производству резины. Возможно, такая экскурсия стоила нам лихорадки денге.
Офигенская ферма. Здесь действительно очень много всего растет, очень много интересного, чего нет точно у нас в наших краях, в наших регионах. И мне кажется, сюда, да и взрослым интересно прийти, но особенно будет прикольно показать это детям. Обязательно добавим эту локацию в наши планы путешествий, потому что это не только место, куда можно прийти и посмотреть, но еще можно здесь остаться на ночь, здесь есть кемпинги. Конечно, они немножко аскетичные, но когда ты ставишь в приоритет новый опыт, это отличное место. В наших планах путешествий мы рассказываем о том, как максимально комфортно, выгодно и безопасно провести свое путешествие. Оставляем там точки на карте, рассказываем про цены, рассказываем про то, где можно остановиться подороже и подешевле. В общем, на разный кошелек. И все это делаем для того, чтобы вы не тратили время на самостоятельное изучение локаций. Мы уже все изучили за вас и упаковали специальный PDF-файл, который вы можете забрать либо в нашем Telegram-боте, либо у нас на сайте. О, смотри, еще что-то красивое. Недостроено пока. Возможно, я сейчас засниму, как Света провалится в старый мост. Мне кажется, он новый, просто не доделан. Ну, выглядит, да, навьечисто. Обалдеть, это же вот они, вот дурочки висят. Офигеть, как много. Офигеть, да я не ожидал, что они как виноград растут. Посмотри, сколько много. Люди делятся на два типа. Тем, кому дурианы очень сильно нравятся, и тем, которые их терпеть не могут и сравнивают со всякими неприятными штуками. Как думаете, к какому виду относимся мы? И напишите в комментариях, к какому виду относитесь вы и пробовали ли вы его вообще. Интересно будет почитать. Денис, кто это делает? Что это за звуки? Мне страшно. Это мангустин, дерево мангустина. Почему звуки оно издает? Как будто внутри кто-то живет, внутри вот этого дупла, что ли? Попутешествовали по Азии, нас вроде как нечем уже удивить, но все равно есть чем удивить. Например, позади меня буддийский храм, и здесь основным таким символом, которому молятся, кажется, является дуриан. Везде символы дуриана прям по периметру храма, а с этой стороны дурианы в разрезе показаны вместе с мангустинами. Два таких фрукта, кстати, с которыми вход в отели и часто в машины запрещен, потому что дуриан несет за собой просто невероятный запах, который не всех устраивает, а мангустин – это фрукт, который оставляет невымываемые пятна. К вопросу о необычных храмах и культах в Таиланде, мы в Бангкоке нашли тоже очень оригинальный храм. Смотрите выпуски про Бангкок. А это плоды, похожие на пушечные ядра. Интересно, съедобны они или нет? Мы уже показали вам много локаций, но есть одна, мимо которой вы точно не пройдете, и неважно, в какой город Таиланда вы приехали. И это 7-Eleven. При подготовке к поездке в Таиланд мне попадалось огромное количество рекомендаций и подборок, что же взять в 7-Eleven, что нужно попробовать. И мы попробовали, честно, все. И готовы поделиться, что здесь самое лучшее. Мое почтение стенду с десертами в 7-Eleven. Здесь есть над чем разгуляться. Главные фавориты мои – это вот такие мочи. Я называю их мочи, но почему-то здесь написано дайфуку. Наверное, правильно говорить дайфуку. Это рисовое тесто, а внутри огромное количество начинки. Здесь крем-чиз. Это прям супер-пупер, обязательно попробовать. Здесь есть также вкус Орео, но это немного сильно сладко, послаще будет. И здесь нет клубники, но есть бобы. Азиаты обожают добавлять красную фасоль везде в десерты. Я не фанат, но бывает еще вот именно этот бренд с клубникой. Вот клубнику берите обязательно. Также есть мочи, вот это уже называется мочи, с кремовой начинкой. Очень-очень вкусно, очень легкий такой десерт по ощущениям, ну а по калориям, ну в целом, как обычный десерт. Если у вас в отеле есть микроволновка или вы готовы съесть это в 7-Eleven, то вот этот десерт фондан, его берут, разогревают в микроволновке, и это прямо что-то с чем-то, всего лишь за 27 бат. И макарунцы здесь тоже есть, стоят 45 бат, тоже очень достойный десертик. Слышала много похвалы круассанам, но не разделяю этих восторгов. Круассанчики достаточно средние. Очень рада, что у меня есть муж, и всякие десерты из 7-Eleven мы с ним можем делить на двоих, иначе бы я уехала отсюда с огромным количеством лишних килограмм. Вот этот потрясающий десерт, это опять называется дайфуку с фисташкой и шоколадом. Внутри это как дубайский шоколад, вот эта вот начинка зеленая, потрясающе вкусно. Вот эти очень вкусные сырные шарики, редко их встречаешь, потому что их разбирают. Запоминайте вот эту красоту, наверное, это наш фаворит в этой поездке.
Это дубайский шоколад внутри вот этого пирожного. Оболочка такая, как у Мотти, и еще шоколадом присыплена. Это невероятно вкусно, и начинки там просто 90%. И вот эта красота стоит 39 бат. Ой, пока. Ей рекомендуют вот это вот сердечко, тоже с дубайской такой начинкой внутри, фисташковой, но здесь очень-очень плотный такой толстый слой шоколада. Это вообще фигня по сравнению с, вы уже поняли, вот с этим. А это фаворит Дениса. Это профитрольки. Я знаю, что они есть в России. Эти очень хорошие, такие маленькие, аккуратненькие таблетки от голода. В холодильнике можно найти безумно вкусный десерт, который, скорее всего, вам знаком по брендам Флампини в России. Это ягоды в шоколаде, замороженные, безумно вкусно. Мне нравится, что здесь небольшая упаковка, 60 грамм всего. Здесь голубика и малина, и стоит это всего 39 бат. В 7-Eleven есть огромное количество разных продуктов. И правда, некоторые из них напичканы всякой химозой, и очень много сахара в них присутствует. Но есть и полезные варианты. Например, такая вот куриная грудка. Неплохой такой кусочек, 80 грамм. Здесь просто написано, что это куриная грудка без всяких различных специй. Если вы видите надпись чили, будьте уверены, что это будет очень чили. Даже если не написано чили, все равно будет немножко остренько. Поэтому лучше брать вообще без слова чили. Также здесь много разных вариантов салата. Есть с курицей, есть с красной рыбой, есть просто овощные салатики. Тоже отлично подойдет, чтобы дополнить свой ужин или любой прием пищи. Мы сами здесь спасаемся вот такими обеденными наборами. Вы тоже можете взять один из таких. Цена от 50 бат до 70 бат. Здесь же вам их разогреют за 5 минут. Здесь же есть столики, можно это все съесть. Но почти все эти обеды со словом чили в названии, поэтому они будут острыми. Так что если к ним есть соус, можете их не добавлять, если вы не фанат остренького. Нам полюбился вот этот вот обед. Это курица и рис. Очень классный рис с яйцом и овощами. Еще один вариант перекуса, который вам разогреют прямо на месте, стоит всего лишь 33 бата. Это такие гёдзе. В упаковке 5 штук. Здесь гёдзе со свининой. Еще есть классные вот такие вот гёдзе с креветкой. То есть тут много достаточно белка получается. И это удобно есть. И сразу получаете хорошие калории. Иногда на завтрак мы берем просто 2 вареных яйца. Стоит это всего лишь 18 бат, и здесь еще есть соевый соус, чтобы было вкуснее. Что касается популярных сэндвичей, на самом деле, если посмотреть на их составы, то просто количество калорий зашкаливает, плюс огромное количество сахара. Мы попробовали большое количество этих сэндвичей, и самые оптимальные по вкусу и по количеству сахара, по колоражу, это вот такие хэм-чиз сэндвичи, вот с колбасой, сосиской, тоже неплохо. И вот этот вариант тоже классный. Все остальное, если вы видите шпинат, это означает, что там очень много сахара. Видите сразу цифры 410 калорий. Я не знаю, это просто реально сладкий, как круассан. Это вообще не сытная история. Дальше, если вы видите в названии pork, вот этот, например, да, pork, свинина, там на самом деле какая-то волосня и тоже куча сахара. Это пипец, какая сладкая вещь. То есть это прямо будет десерт, это не сытная история. Очень сбалансированный классный перекус. Это вот эти треугольнички онигири. Мой любимый вкус здесь отсутствует, но я люблю с красной рыбой. Но вот это такая запеченная, а есть такой рисуночек без запеченности. Если видите, что есть какой-то соус, какие-то соусы, это всегда какой-нибудь майонез, и мне уже не нравится. Поэтому я беру такие вот простые варианты. Цена 30 бат. Также очень удобный формат. Это вот такие вот роллы, потому что упаковка у них везде смарт. Вы вот это все по номерам раскрываете, и потом вы можете просто пальчиком подталкивать вверх весь этот ролл, и есть один кусочек за другим, то есть даже не испачкаетесь. И все эти роллы очень вкусно есть с вот таким вот дрессингом из жареного кунжута. Если вы любитель легких завтраков, то вот такие вот йогурты вам в помощь. Есть ягодный вкус, есть просто греческий йогурт,
И здесь у нас есть немножко мюселек. И еще один вариант завтрака – это взять побольше такую упаковочку греческого йогурта и найти стенд со всякими хлопьями, мюслями. И здесь вот есть всякая гранола запеченная с ягодами, с орешками. Самые разные вообще варианты, вот кто что любит. И добавляете это в свой прекрасный йогурт, и у вас будет хороший сбалансированный завтрак. В холодильнике с соками есть мой любимый сок, такой вот с апельсином. Здесь есть витамин С, стоит всего лишь 16 бат, и здесь нет сахара. Я обычно люблю взять холодный американо и добавить туда сок. И получается очень классный бамбл без сахара. Также мне в рекомендациях попался совет купить вот такой вот шампунь с коллагеном от Dove. Мне, правда, очень понравился. Делает волосы такими мягкими, они легко расчесываются даже без кондиционера. Именно Vegan Collagen Volume. Обязательно нужно брать зубную пасту из Таиланда. Либо вот этот бренд, либо вот эта вот такая вот маленькая коробочка. Действительно отбеливает зубы. Не знаю, как сейчас с киткатом в России, но здесь полный порядок. Есть и клубничка, и попкорн, и матча, и темный шоколад, и обычный молочный шоколад. Все, что хочешь. Также есть разные сникерсы. Тоже не знаю, как там со сникерсами у нас сейчас. И есть шоколадки Hershey's. А Hershey's мне не нравится. А вот все остальное рекомендацион. Чипсами у нас в Таиланде не заладилось. Мы попробовали уже много вкусов, и каждый раз полное разочарование. Даже если берешь, вроде бы казалось, безопасную сметанку с луком, все равно чипсы почему-то очень сладкие здесь. Либо мы разлюбили чипсы, либо они здесь реально плохие. Иногда в течение дня нужно быстро чем-то подкрепиться, плюс хочется чего-нибудь холодненького. Можно взять протеиновое молоко. Лучше искать с названием Whey Protein, иначе это будет какой-нибудь растительный протеин. Секрет 7-Eleven, конечно, в том, что здесь всегда кондиционер, и когда на улице 35 градусов, то просто сюда попасть, это уже просто вайповый. Плюс, конечно, то, что здесь всегда очень милые девчонки работают, все здороваются, все очень приятные, и везде одинаковый плюс-минус ассортимент, ты всегда знаешь, что ты хочешь взять и где это взять. Ну вот еще то, что мы всегда берем, это Coca Zero. Охлаждающий напиток без калорий. Я уже сказала, что чипсы нам здесь не зашли, зато здесь есть вот такие вот чипсы нори. Разные вкусы, весят практически ничего, очень вкусно. Хотите вы или не хотите, но в 7-Eleven вы захотите стать более здоровым, более наполненным человеком, если здесь коллаген, L-карнитин, какие-то всякие полезные желешки, протеины и прочее. Вот, например, я решила попить вот такой вот коллаген. Но это такие маленькие 15-граммовые порции. Также в некоторых побольше супермаркетах можно найти версии покрупнее. Обилие товаров, инфраструктура, развлекательные центры, море и пляж сделали Пхукет очень привлекательным не только для туристов, но и для зимовщиков и тех, кто решил переехать насовсем. Мы тоже захотели примерить эту роль на себя и пожить в тихом, нетуристическом районе Пхукета, на вилле наших знакомых, которую они сдают в аренду в сезон. Но мы совершенно не ожидали такого. Вилла оказалась очень большой. Просто улетная вилла. В такие виллы часто прилетают семьи или большие компании на зимовку, так как на одного или даже на пару в таком доме слишком много места. Это, пожалуй, самая большая вилла, в которой я когда-либо жил. Она находится на закрытой территории, и здесь есть свой гараж, целых 5 спален, бассейн, 2 общие зоны, 3 этажа, кухня, 3 санузла, и все это с видом на море. В этом районе мы познакомились с ребятами из Новокузнецка. Мы пообщались и узнали, сколько денег они тратят на жизнь в тропиках. Сколько стоит жизнь в месяц на Пхукете? На семью, да? Ну вот на 2 человек, да, у вас 2 человека, собака. Поскольку я уже веду много лет приложения по доходам и расходам. Юля ведет сколько лет? Конкипер с 2019-го. 7 лет. Юля каждую покупку фиксирует в телефоне. Это Серьезно? Да. Мы вот не можем все пустить. Это прям... Это было очень много попыток, Мне но это стыдно иногда щас. так спасает. Вот реально, когда надо принять какое-то важное решение. Да, и ты понимаешь, где ты можешь урезать, или где ты можешь себе больше позволить. И вообще, на самом деле, я удивилась своим доходом и своим расходом по некоторым статьям за месяц, когда ты это все чекаешь. Так, ну, на продукты у нас выходит, наверное, порядка 20 тысяч бат на двоих в месяц.
удивился человек. Вот, на еду вне дома по-разному бывает. Когда более загруженный месяц, больше заказываем. Ну, в среднем на доставку 5-10 тысяч, на меня одну варьируется. Женину доставку я там не знаю, сколько у него выходит. Вот, потом, сейчас я, наверное, прям открою, так будет понятнее. Да, я вообще всем рекомендую. Какое у тебя приложение? Какое приложение? CoinKeeper. CoinKeeper. CoinKeeper, свяжитесь с нами. Это очень круто. Не, это прям суперсила. Покупки в целом как бы 10, 15, 20 тысяч бат, смотря что покупаем. И на шопинг. Ну, это всякие... Вообще Аксессуары. покупки какие-то, может, там для дома, там, я не знаю, ну, любые покупки, не обязательно одежда. Развлечения такие пхукетские, какие-то базовые, ну, порядка, может, там 10 тысяч бат выходит, 15 на двоих. Ну, на собаку у нас выходит, наверное, поскольку мы ее не водим к грумеру, на корм, максимум, наверное, 1002 бат, да, на корм у нас уходит. Здоровье. Я заказываю всякие витаминки, это массаж, ну, какие-то, может быть, там, манипуляции. Но в основном это какие-то витамины и массаж. У меня выходит порядка там 5-7 тысяч бат. Транспорт. У меня выходит 4000 бат на бензин. Я катаюсь куда-то каждый день. Ну вот, если там поменять колеса или какие-то дополнительные расходы, то может быть чуть-чуть побольше. Так, красоты что-то у меня в этом месяце было всего 300 бат. Почему-то непонятно. Ты базово красивая, просто тебе не надо ничего. Ну да, у меня там ноготки по бартеру, волосы по бартеру, лазер по бартеру. Ну давайте так, маникюр стоит в среднем 1500-2000 бат, стрижка 1500 где-то 1000 бат, окрашивание, думаю, тонировка стоит в среднем 4000 бат. Лазер full body это, наверное, около 3000 бат. Ну, брови, ресницы, не знаю, наверное, тоже, может, брови там около 1000 я не делаю. Мужская стрижка 300 бат. Но я пока насчитал около 70. Это не считая, получается, автомобиля. Машину вы арендуете или вы Мы купили? арендовали, аренда машины у нас была, это была самая бюджетная. Мы сняли высокий сезон, думали, снимем на пару месяцев, просто чтобы в низкий сезон заключить контракт выгоднее за 7500. Когда я за нее села, я такая, боже, что это за ведро с гвоздями? Прежде чем мы перейдем к выводу про Пхукет и расскажем, сколько денег мы потратили на наше путешествие, мы хотим показать еще одно место, где мы зависли в последний день всего за 1200 рублей. До посещения этого места я сказала Денису, что не понимаю, зачем иностранцы построили сауну в тропиках, где и так жара 35 градусов. Но кажется, сейчас я готова взять свои слова обратно. Беру свои слова обратно. Эта комната мне подходит идеально. Должна признаться, я осталась просто в восторге от этого места. Мы уже провели здесь почти 3 часа, и уходить не хочется. Здесь оказалось не просто, что это банальная сауна. Здесь огромное количество купелей, разной температуры, холодные, горячие. Где-то ты можешь свариться, где-то ты можешь просто стать тышкой. И все это за $15. Вообще, правильнее всего начинать свой отпуск с такого очищения. Но мы попали сюда только в последний день. За тот месяц, что мы путешествуем по Таиланду, у меня даже закралась такая мысль, что я был бы в целом не против здесь и пожить, и попутешествовать по другим регионам. Спойлер, к тому моменту, когда мы записываем вот эту финальную часть видео, мы уже посетили несколько городов, о которых расскажем в следующих выпусках. Мы поговорили с местными жителями, пообщались с теми, кто живет здесь давно, узнали несколько вариантов, как остаться здесь легально и даже как купить здесь недвижимость, но об этом позже. В 2026 году в Таиланде существует реально крутой способ, как здесь можно легально остаться в долгосрок. Но опять же, мы расскажем это в наших следующих выпусках. Так что сейчас самое время подписаться, и тогда ты точно не пропустишь выпуск о том, как остаться здесь на постоянку или просто приехать, чтобы перезимовать. Ну а пока, как мы обещали, на экране вы можете увидеть подсчет наших расходов за месяц активного путешествия по Таиланду. Это апрель, спад уже туристического сезона, но при этом погода шикарная, очень теплая, а туристов значительно меньше. Все эти расходы – это чисто наш опыт. Их можно как увеличить, так и уменьшить примерно в 3 раза. Просто даже выбором других отелей и других курортов. А наше приключение в Таиланде продолжается. Сейчас мы едем в аэропорт, летим в столицу. Ну а для вас, как обычно, наше пожелание. Будьте смелее. Путешествуйте.